Доброе утро, дорогие друзья! Это видео я решила посвятить очень серьезной теме по желтению огурцов. Сегодня уже 26 июля. Моим огурцам после высадки в теплицу уже 3 месяца, даже немножко больше. И явно ощущается, что это взрослые растения. О чем говорит взрослость огурца в том числе? О том, что он начинает меньше плодоносить. Ну, если рассматривать это как общее такое понятие взрослости, то вы можете совершенно спокойно провести параллель с возрастом человека. Взрослый человек, он тоже выглядит уже, скажем так, не совсем свежим, не совсем плодородным, если можно это слово употребить. То есть мы тоже со временем теряем наши детородные функции, мы начинаем сидеть, наша кожа начинает морщиться. В общем, все как у людей, так и у огурцов. Листья приобретают несколько староватую желтую такую расцветку. Огурцы завязываются меньше. Некоторые из них могут быть просто пустоцветами, вот как здесь, посмотрите, в этом случае. Некоторые выглядят не совсем хорошо, вот смотрите, этот немножко изгибается. Ну и, конечно, общее такое состояние огурцов, это растения прям не блещут красотой, но они вполне себе еще могут плодоносить. И именно на этом этапе, когда растение уже достаточно взрослое, появляется одна проблема. Огурцы начинают желтеть. С чем это связано? В большей части это связано либо с нехваткой азота, который они уже весь использовали в своем запасе вокруг корней, либо же с приходом грибковых заболеваний, которые нам приносит именно июль. Начинаются холодные ночи, резкие перепады температур. А огурец — это тропическое растение, он любит тепло, он не любит эти холодные такие перепады. И сразу же на нем, как на растении, которое богато питательными веществами, поселяются грибковые инфекции. В основном они располагаются вот здесь под пластиной листа и потихонечку начинают паразитировать на листе, съедая все тот же азот и те же сахара, которыми должен питаться сам огурец. В итоге мы получаем желтизну на листьях. Именно в этот момент вы как бы решаете, то ли вам выбросить это растение, то ли же все-таки помочь ему восстановиться и дать ему шанс продолжить плодоношение. Я, например, в этом случае иду по второму пути, потому что, конечно, самый простой способ — это посадить молодые огурчики, подождать, пока они снова поднимутся, и получать от них урожай. Но я вам хочу сказать, что в этом случае вы теряете те возможности, которые еще может вам предоставить это взрослое растение. Если о нем позаботиться как следует, то оно вас отблагодарит и будет плодоносить прямо до первых заморозков. Надо только немножко постараться. Значит, в первую очередь мы должны убрать те листья, которые уже поражены инфекциями. То есть источник заражения убрать. Значит, мы должны их срезать и куда-то утилизировать. Ну, самый простой способ — это, конечно же, утилизировать в компост. Там хорошие бактерии сделают свое дело, они все это переработают, там их большее количество, чем этих болезнетворных грибов, и они за счет своего большого количества просто убьют эти грибы, и вы получите хороший компост. Не бойтесь выбрасывать эти пораженные листья в компостные ямы. Там есть своя микросреда, которая съест эти грибы. И они ни в коем образе в следующем урожае, если вы будете применять этот компост, вам не навредят. Значит, первую голову мы снимаем эти пораженные листья. Дальше мы должны позаботиться о том, чтобы растение не было слишком большой высоты, потому что корни уже староватые, и растение пока докачает вот сюда, по крайней мере, вот посмотрите, до этой высокой точки, оно, конечно, уже свои силы сильно истратит. Поэтому мы должны укоротить верхушки огурца. Вот в этом случае, например, я это уже сделала. То есть
я обрезала верхушку, чтобы огурец, вот посмотрите, я тут оставила, потому что есть завязь, но в принципе вы можете обрезать примерно на высоте вашего роста, чтобы огурец понял, что ему уже достаточно высоты, и начал создавать боковые побеги, на которых будут образовываться новые молоденькие завязи. Это такой второй момент. Теперь следующий момент. Если уже ваша лиана огурцовая выглядит слишком старой, то вы можете просто сделать замещение, взять один боковой побег, центральный побег срезать, а боковой побег вывести как центральный. И у вас получится растение с тем же корнем, но совершенно новой молоденькой лианой, которая будет образована из бокового побега. Ну и теперь самые важные, скажем так, операции в этом случае. Теперь мы поможем растению оздоровиться. То есть мы остатки тех инфекций, которые находятся на этих листьях и которые тихонько себе приживаются, потому что растение стареет, теряет свой иммунитет. Вот посмотрите, есть маленькая такая точка, пятнышко, вот она уже проявляется. Мы эти остатки инфекций должны убить. Какие помощники нам помогут реализовать нашу задачу? Убить эти грибковые инфекции. Вот на таких взрослых растениях я применяю два компонента. Монофосфат калия, который поможет растению получить новые силы для роста и иммунитета. И борную кислоту, которая поможет сжечь вот эти вот очаги инфекций, уже пытающиеся здесь поселиться. Обычно я беру такую смесь для подкормки по листу. 15 граммов монофосфата калия и целых 10 граммов борной кислоты. Потому что в этом случае борная кислота работает именно как дезинфектор, как фунгицид. Она убьет вам эти грибковые микроинфекции, которые здесь уже пытаются завоевать себе пространство. Это очень важный момент в процессе обработки огурцов в середине июля. Ну и завершающий штрих – это подкормка корня. Корни растений тоже уже, скажем так, взрослые, поэтому их нужно немножечко простимулировать. Что стимулирует корни? Корнеобразование, как вы знаете, стимулирует тоже фосфорные удобрения. Поэтому в этом случае можно использовать любое фосфорное удобрение для подкормки именно корневой системы, немножко добавив к этому фосфорному удобрению азот, потому что фосфор без азота не усваивается. Например, это может быть 10 граммов аммиачной селитры и 40-50, если у вас тяжелый грунт, глинистый, то даже и 80 граммов монофосфата калия. И вот таким удобрением вы должны подкормить свои огурцы под корень. Но сначала, для того, чтобы удобрение хорошо усвоилось, нужно полить растения, дать им поднять свой тургор, чтобы влага равномерно распределилась по всему растению, чтобы лиана прокачала, а потом подкормить этим удобрением под корень. И я уверена, ваши огурцы обретут второе дыхание. Они начнут плодоносить, они начнут радовать вас новым урожаем, и это плодоношение сохранится до глубокой осени, если вы будете это делать своевременно и регулярно. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотела сегодня вам рассказать. Надеюсь, видео было полезным, познавательным. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал. Пока-пока. До скорого. Ну, в общем, это результат моей обрезки и моей обработки этих взрослых огурцов, которые многие уже выносят из своих теплиц и со своих грядок. Но я решила дать им вторую жизнь, второй шанс. Ну и вот, посмотрите, как они это оценили. Так вот примерно каждый день.